Обращение к братьям, живущим в миру, в благословенный период постной триоди. Старец Гавриил Святогорец, священная келья святого Христодула Патмосского, Святая гора Афон, 3 февраля 2026 года. Мы должны просить Бога, чтобы Он даровал нам святой язык и святые уста, чтобы мы не ранили и не огорчали людей. Преподобный Исаак Сирин сказал: «Пусть язык твой будет кроток, и тогда не встретится с тобой бесчестие. Приобрести уста сладкие, и все будут тебе друзьями». Из-за языка происходит много разводов и разрушаются многие дружеские отношения. Давайте просить Бога осветить наш язык, наши уста. Прежде чем сказать что-нибудь, давайте не будем забывать про 3 вещи. Во-первых, лучше добиваться чего-то добротой, чем силой, дипломатией и другими средствами. Доброта – это золотой ключ, который открывает все двери, даже если замок заржавел. Во-вторых, прежде чем говорить, не забывайте греческую пословицу: улыбка сильнее меча. Меч режет и наносит смертельные раны, но ничего не решает. Улыбка – это всего лишь небольшая кривая, но она исправляет тысячи ошибок и неправильностей. В-третьих, прежде чем говорить, не забывайте арабскую пословицу: ласковое слово превращает львицу в ягненка. Добрые слова обладают большой силой. Святой Николай Планос жил в Афинах. Он часто проходил мимо магазина, где работал сапожник, который был коммунистом. В то время, в 1946 по 1948 годах, коммунисты планировали захватить Афины и устроить резню. Проходя мимо сапожника, святой каждый раз приветствовал его: «Доброе утро, чадо». Сначала сапожник злился и ничего не отвечал, но святой приветствовал его снова и снова: «Доброе утро, чадо, как твои дела?» В конце концов, этот атеист и коммунист был побежден любовью Господней и покаялся. Он открыто говорил: «Если начнут убивать священников в Афинах, я не позволю, чтобы хоть пальцем тронули этого батюшку». Один человек рассказал мне: «Я вел беспорядочную и греховную жизнь, возвращался домой поздно ночью. Однажды я взял все свои деньги, чтобы сделать ставку в игре, и все потерял. Вернувшись домой, я хмуро обратился к жене. Я пришел без копейки. Она спросила меня: «Ты в порядке? У тебя ничего не болит?» Я снова ответил: «В порядке, но мы остались без денег». Я ожидал чего угодно, но только не этого. Не расстраивайся. Проиграл, ну и ладно. Главное, что ты вернулся домой целый и невредимый. Услышав эти слова, сказал мой собеседник, я был готов провалиться сквозь землю от стыда, и я принял решение исправиться. Итак, благодаря одной фразе в нашей семье восстановился мир и покой. Слова имеют великую силу, особенно добрая. Одним из виновников развода является наш невоздержанный язык. Другая причина развода – наша немудрость. Что это значит? Ты по какой-то причине недоволен женой, идешь и рассказываешь об этом своему другу, который не умеет держать язык за зубами, а он идет и рассказывает об этом другим, и разрыв увеличивается. Никто не может передать услышанное в первоначальном виде, но добавляет к нему свои домыслы. Поэтому один мудрец говорил: то, что ты сказал, действительно произошло, но это произошло совсем не так, как ты излагаешь. Наш народ, осознавая опасность и необдуманных поступков и разглашения секретов, оставил немало пословиц и поговорок. Самый лучший секрет – это тот, который оставляешь при себе. Когда секрет знают более, нежели двое, то это уже не секрет. Что знает трое, узнает 1000. В итоге происходит немало разводов. Есть и другая причина развода. Существуют определенные духовные законы. Эти законы также реальны, как и законы природы. Возьмем, например, закон центробежной силы. Когда ты ведешь машину и подъезжаешь к повороту, надо сбавить скорость, иначе тебя занесет и ты вылетишь в кювет. Этот закон никто не отменял. То же самое и в семье. Для мужчины его жена должна быть в приоритете, а уже затем следуют родители, братья, сестры и все остальные. Для женщины в приоритете должны быть муж, а уже потом ее родители, братья и сестры и все остальные. Существует иерархия в семье.
И если она не соблюдается, то семья распадается. Возникает какая-то проблема, а жена, вместо того, чтобы обсудить ее с мужем, говорит: «Я пойду и спрошу у отца, что нам делать? Я пойду и спрошу моих братьев». Ну, что тут сказать? Желаю милости Божией всем вашим близким в нынешнем веке и в будущем. Молюсь, чтобы Бог помиловал весь мир. Пусть Господь, величайший и наивысший, единственный и неповторимый, мироначальник, миродаритель, миротворец, дарует мир всему миру. Аминь. Να προτιμήσεις να πεθάνεις καλύτερα παρά να ξεστομίσεις μια λέξη που θα δείξει ότι μετανόησες για το γάμο σου. Лучше предпочти смерть, чем какие-либо слова, которые хоть как-то намекали, что ты пожалел о своем браке. Αυτός ο λόγος όταν το πούμε ότι μερικοί λένε στις γυναίκες του μετανόησα που σε παντρεύτηκα. Некоторые, ну это слова, вот некоторые говорят там своей жене, там, я типа уже пожалел, что я на тебя женился. Αυτός ο λόγος στέμει το δεσμό ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα και πάμε για διαζύγιο. Это как бы начало, вот такие слова, это начало для развода. Твоя жена никогда тебя не простит за такие слова.